То, что должно было быть просто приключением друзей на туристической тропе, становится загадкой, когда человек находит корабль, севший на мель посреди джунглей. То, что он находит внутри, парализует его. Был солнечный день, и экспедиция по джунглям Амазонки обещала стать приключением всей жизни. Группа друзей, объединенных страстью к путешествиям и привлеченных самыми экзотическими местами в мире, выбрала национальный парк Серу-ду-Дивисор в качестве следующего пункта назначения. Этот район, представляющий собой яркий зеленый ковер, раскинувшийся на границе Бразилии и Перу, славился своим несравненным биоразнообразием и дикой природной красотой. Лукас, новичок в группе, когда дело касалось длинных маршрутов, был явно взволнован, так как впервые участвовал в таком обширном походе. Он недавно окончил исторический факультет, и ему нравились приключения. «Когда мы доберемся до вершины, это будет потрясающе», – воскликнул он с улыбкой, которая едва уместилась на его лице. Остальные разделяли его волнение, обмениваясь историями о прошлых приключениях и планах на будущее, пока они пробирались через густой лес. Однажды я увидел змею, которая, казалось, собиралась меня проглотить. Мне удалось увернуться от него одним ударом. Один из них прокомментировал это так, как будто «ха-ха-ха», пошутили остальные. Путешествие было полно чудес. Каждый шаг открывал новую красоту природы. Разноцветные бабочки танцевали вокруг них, а звуки леса сливались в симфонию, наполняя воздух ароматами дикой природы Амазонки. Тропа была сложной, но то, что ожидало их на вершине, подталкивало их вперед. Однако в какой-то момент Лукас начал испытывать беспокойство. У него возникло странное ощущение, как будто что-то или кто-то его позвал. Он остановился. Его сердце забилось немного сильнее. «Ребята, вы это слышите?» Он спросил. Но его друзья были так увлечены своим разговором и волнением от предстоящей прогулки, что не обратили на это внимания. Звуки продолжались, словно шепот, смешивающийся с шелестом ветра в листве. Лукас снова остановился и оглянулся уже более решительно. «Ребята, вы что, не слышите?» «Я серьезно», — повторил он на этот раз громче. Он оглядел деревья, которые раскачивались на ветру, увидел маленьких обезьянок, прыгающих с ветки на ветку и летающих вокруг насекомых, но ничего необычного не заметил. Но когда он повернулся, чтобы идти дальше, внезапная паника охватила его, перерастая в настоящий страх. Он заблудился. Все ушли. Молодой человек, оставшийся один в бескрайних джунглях, почувствовал, как учащенно забилось его сердце, когда он осознал, что таинственные звуки никогда не прекращались, а теперь, казалось, почти неразличимым шепотом произносили его имя. И что еще хуже, что его друзья ушли без него. «Что? Я просто обернулся на секунду», – озадаченно подумал он. Все еще прислушиваясь к странным звукам, «Лукас, мне стало по-настоящему любопытно. Я что-то слышу?» Он задумался, но что-то внутри него подсказывало, что за этими звуками кроется нечто большее, чем может постичь его разум. Не в силах сопротивляться странному зову, он пошел на звук, заходя все глубже и глубже в джунгли. Лес, казалось, изменился. Бурлящая жизнь и звуки, характерные для Амазонии, уступили место гнетущей тишине. Птицы, которые когда-то пели диким хором, теперь вели себя странно тихо, как будто сама природа затаила дыхание. Молодой человек шел и, держа в руке портативную рацию, лихорадочно крутил диск, пытаясь поймать сигнал. «Привет. Ребята, вы здесь? Пожалуйста, отзовитесь». Но джунгли, казалось, поглотили всякую возможность общения. Тяжело дыша и чувствуя, как тревога съедает его грудь, он двинулся вперед, следя глазами за каждой тенью, за каждым движением в листве. Странная тишина, окружавшая его, была почти осязаемой, как будто лес находился в состоянии напряженного ожидания. Даже мельчайшие насекомые, которые еще несколько минут назад были здесь, с их непрекращающимся жужжанием, все, казалось, отступили, придавая окружающему сюрреалистический вид. Раз за разом он звал на помощь. «Привет? Кто-нибудь меня слышит?» В его голосе, когда-то уверенном, теперь слышалась неуверенность. С каждой неудачной попыткой Лукас чувствовал острую боль одиночества,
растущее беспокойство, которое заставляло его гадать, что же именно случилось с его друзьями. Со всех сторон за ними наблюдала дикая природа, множество любопытных глаз выглядывали из-за деревьев. Обезьяны-капуцины прекратили свою игру, чтобы посмотреть на незнакомца на их территории, в то время как туканы наблюдали за происходящим со своих высоких насестов, склонив головы в некоем осторожном интересе. Лукас не мог не восхититься разнообразием видов, населявших эту часть джунглей. Это был настоящий рай. Он на мгновение замолчал, отложив радио в сторону, и попытался вникнуть в окружающую красоту. Огромные деревья стояли как стражи природы. Их корни переплетались в богатой плодородной почве. Экзотические цветы расцвели яркими красками, нарушая однообразие зелени огненно-красными, ярко-желтыми и темно-синими оттенками. Маленькие существа, насекомые и птицы заполняли каждую нишу в джунглях, и каждая играла свою роль в круговороте жизни. Несмотря на это, восхищение молодого человека было связано с опасениями. Он не мог избавиться от ощущения, что что-то здесь не так, что-то, чего он не мог объяснить. Боже, куда, черт возьми, они подевались? Они должны быть где-то здесь. Продолжая свой путь, он бормотал что-то скорее самому себе, чем кому-либо из возможных слушателей. Именно тогда, за поворотом естественной тропинки, обсаженной вековыми деревьями, Лукас увидел удивительное зрелище. Там, в стороне от остальных, стояло гигантское дерево – титан леса. Он подошел к нему почти загипнотизированный, прикоснулся к шершавому стволу, который был около 3 метров в диаметре и 70 метров в высоту, и почувствовал древнюю энергию, которая, казалось, исходила от его коры. «Как ты можешь быть таким большим?» – спросил он благоговейным шепотом. Но когда он обогнул дерево, в нем вспыхнуло чувство открытия, и ничто не могло подготовить его к тому, что он обнаружит в следующий момент. Там, скрытая природой и переплетенная с растениями, которые росли вокруг, находилось нечто, чего там не должно было быть, нечто, чего никто не ожидал бы найти посреди джунглей. Лукас был парализован, его глаза всматривались в очертания чего-то, что не поддавалось логике и здравому смыслу. Перед ним было не что иное, как древний корабль. Он лежал посреди джунглей, и его старые балки скрипели под тяжестью прожитых лет. «Что это такое?» – пробормотал он, в каждом слове сквозило недоверие. Корабль, галеон, который, казалось, приплыл прямо из далекого прошлого, был там, странно неуместный в окружении, где поблизости не было ни воды, ни моря, ни реки, где не должно было быть ни одного корабля. Охваченный любопытством, Лукас приблизился. Доски настила были изношены и покрыты мхом, как будто природа претендовала на то, что принадлежало ей по праву. Он ступил на борт, и каждый шаг эхом отдавался в тишине леса. Ветерок, дувший сквозь отверстие в корпусе, доносил шепот давно забытых историй, которые хранил корабль. Прогуливаясь по палубе, он провел пальцами по натянутым канатам и заплатам на парусе, которые бесполезно болтались. Капитанская каюта с ее потрепанным штурвалом, казалось, застыла во времени в ожидании приказов, которые никогда не будут отданы. Как он оказался здесь? Нет такой реки, которая могла бы выдержать лодку такого размера. Мальчик задумался, пытаясь найти объяснение случившемуся. Он спустился в трюм корабля, где воздух был влажным и пахло гниющим деревом. Свет, просачивающийся сквозь щели, высвечивал разбросанные по полу предметы и артефакты. Следы путешествия, которое так и не закончилось. И среди этих осколков ушедшей эпохи, сияющей вопреки всему, был амулет. Сделанный из зеленоватого камня в сочетании с бронзой и инкрустированный сложными символами, предмет излучал ауру могущества и таинственности. Лукас осторожно взял артефакт в руки, изучая надписи, в которых говорилось о Пачакуте, 9-м сапоинке империи инков. Страстный историк узнал имя великого лидера, известного своими завоеваниями и реформами. «Невероятно», – прошептал он. Молодой человек был очарован древней историей народов майя, инков и ацтеков. Держать в руках подобный предмет было волшебно. Вес амулета в его ладони был не просто физическим. Это был вес истории, культуры и неизведанного. Лукас задавался вопросом, как такой артефакт мог улететь так далеко и оказаться в этом забытом месте, отрезанном от всего, что имело смысл, и почему никто до сих пор не нашел этот корабль.
Он крепко сжимал амулет, чувствуя себя так, словно нашел недостающее звено в прошлом, тайну, которую ему суждено было раскрыть. Лукас сошел с лодки, крепко сжимая в руке амулет инков, и почувствовал растущую тревогу. «Мне нужно найти их. Они должны это увидеть», – пробормотал он, зачарованно глядя на древний предмет. Он знал, что ему нужно поделиться своим открытием со своими друзьями, но он также понимал, насколько рискованно носить с собой такую ценную реликвию. Вот почему, прежде чем отправиться на поиски группы, он принял осторожное решение. Вернувшись к подножию гигантского дерева, он выкопал небольшую ямку и осторожно опустил амулет в землю, присыпав его влажной лесной землей. Лезвием своего карманного ножа он вырезал на грубой коре дерева слово «здесь». Это был простой ориентир, но его было достаточно, чтобы он снова нашел нужное место. Его голос затерялся среди деревьев, и никто не ответил. Он продолжал звонить по радио, чередуя просьбы о помощи с обещаниями рассказать невероятную историю. Именно тогда, сбитый с толку эмоциями и спешкой, историк споткнулся о нависающий корень и упал. Темнота быстро окутала его. Когда он снова открыл глаза, мир кружился, отдаленные звуки взволнованных голосов постепенно становились отчетливее. «Лукас, Лукас, проснись, брат!» Его друзья окружили его и отчаянно трясли за плечи. На их лицах отразилось беспокойство и облегчение при виде того, что он проснулся. «О боже, ты действительно напугал нас», — сказал один из них. Они объяснили, что он ударился головой и несколько минут был без сознания. Лукас в замешательстве провел рукой по голове, почувствовав, что у него образуется шишка. Пока он слушал своих друзей и осматривался в поисках каких-либо признаков корабля или гигантского дерева, до него начала доходить реальность ситуации. Воспоминания о севшем на мель корабле, амулете и знаки на дереве начали таять, как туман под лучами солнца. Со сжавшимся сердцем он убедил себя, что все это было лишь плодом его воображения. Галлюцинация. Яркий сон, вызванный ударом по голове. Группа возобновила свою экспедицию, и Лукас, все еще не уверенный в реальности происходящего, поделился с ними своим опытом. «Ребята, это было на самом деле. Я серьезно, это было очень реально. Я мог прикасаться к вещам. Корабль, амулет». Он рассказывал каждую деталь с такой живостью, что почти заставил его усомниться в том, что все это был всего лишь сон. И пока он говорил, в глубине его сознания тихий голос спросил: «А что, если бы это было правдой?» Пока они шли по тропе, друзья молодого человека были сбиты с толку его рассказом. «Значит, корабль посреди джунглей?» «Это правда. Корабль был огромен», – настаивал он с жаром, описывая каждую деталь, несмотря на недоверчивые взгляды своих друзей. Они, очевидно, не поверили в это, вообразив, что это может быть каким-то побочным эффектом падения, бредом от удара. «Вы, должно быть, сильно ударились головой. Ха-ха-ха», – шутливо, но обеспокоенно прокомментировал один из них. «Но ведь там было еще и дерево», – ответил он. «Брат, здесь повсюду около 20 таких больших деревьев». Однако, пройдя еще несколько минут по этим извилистым и таинственным тропинкам, группа достигла места, где жизнь мальчика изменилась навсегда. Они вышли на поляну, и Лукас резко остановился, широко раскрыв глаза от узнавания. «Это то дерево, которое я видел!» – крикнул он, указывая на огромное дерево, которое стояло перед ними, величественное и древнее. Его друзья обменялись скептическими взглядами, но что-то в выражении лица Лукаса подсказало им, что он искренне убежден в том, что говорит. «Лукас, это просто большое дерево». Они пытались убедить его. Молодой человек обежал вокруг дерева, крича, что это действительно то дерево, которое он видел, а затем произошло невообразимое. «Подойдите и посмотрите, вот доказательства», – сказал он, указывая на дерево. Подойдя к дереву, все увидели на толстой коре что-то похожее на древнюю надпись, что-то похожее на буквы. Казалось, что сама кора выросла вокруг букв, образовав рельеф поверх надписи. Однако было видно, что буквы были вырезаны человеческими руками. Сопровождавший группу гид, знаток местных легенд и истории, с удивлением посмотрел на надпись. «Этот знак был здесь очень давно», – пояснил он. «Это дерево
туристическая достопримечательность, известная благодаря надписи, напоминающей буквы. Ауре – часть древнего наскального рисунка. «Это не здесь, это здесь, я тот, кто это написал», – сказал Лукас в замешательстве. И отчаяние, окрашивающее его голос. «Вот где я закопал амулет, смотри!» Не колеблясь, он начал лихорадочно копать у подножия дерева. «Прекрати, Лукас, ты бредишь!» Друзья пытались удержать его, но он был непреклонен. Земля утекала у историка из-под ног, пока, к его удивлению, его усилия не были вознаграждены. Там, погребенный во времени и земле, лежал описанный им амулет, идентичный во всех деталях, но выглядевший так, словно был похоронен столетия назад. Зеленоватый камень с медью, уже покрытый пятнами старости, и надписи инков были здесь, настоящие и осязаемые. Как? Это невозможно. Все были сбиты с толку. Даже гид был парализован. Он никогда не видел ничего подобного. В группе воцарилось замешательство. Как мог амулет оказаться там? Как могли надписи, которые, по утверждению Лукаса, были сделаны им, выглядеть такими старыми? Мир. Все были потрясены. Реальность происходящего окутала их завесой непостижимой тайны. И вопрос, который не давал им покоя. Где был корабль? Они обыскали все вокруг большого дерева, но не нашли никаких следов корабля. Группа искателей приключений вернулась с тропы, полная вопросов, на которые у них не было ответов. Находка амулета превратила обычную прогулку по самому большому лесу на планете в незабываемое приключение. Когда они разбивали лагерь в последнюю ночь, у костра возникали различные теории. Некоторые шутили, что Лукас путешествовал в прошлое, другие рассматривали возможность сверхъестественного явления. Однако ни одна теория не могла удовлетворительно объяснить местонахождение корабля, который, по словам мальчика, он нашел. Некоторое время спустя, вернувшись в цивилизованный мир с грузом пережитого и амулетом в кармане, историк почувствовал необходимость поступить правильно и передать артефакт кому-то, кто мог бы позаботиться о нем как о драгоценности, которую он олицетворял. Молодой человек отправился в музей, где хранилось все, что связано с древними народами Перу, где специалисты по истории инков могли пролить свет на его загадочную находку. Когда он прибыл, сотрудники были поражены находкой и отвели его в отдел, полный артефактов инков. Лукас не был готов к тому, что увидел дальше. Он осмотрел все найденные предметы и был поражен, но впереди, защищенные стеклом и тщательно сохраненные, находились останки корабля, невероятно похожего на тот, который он видел в своем видении в джунглях. Корабль не был целым. Лишь несколько гигантских досок свидетельствовали о том, что некоторые его части были повреждены или каким-то образом уничтожены природой. «Откуда эти фрагменты?» Ошеломленный он спросил. Один из исследователей музея подошел к нему и, заметив интерес Лукаса, объяснил. Много лет назад в лесу были найдены останки того, что, как мы думаем, было какой-то лодкой или кораблем. По сей день никто не знает, как оно туда попало и почему. В некоторых старых историях ходили слухи, что амулет находился на корабле, но его так и не нашли. Мы всегда думали, что это всего лишь легенда. Это открытие заставило сердце молодого человека учащенно забиться. Он понял, почему амулет так и не был найден. Он закопал его, и оно оставалось там на протяжении веков, спрятанное до того дня, когда он сам его откопал. Лукас передал амулет музейным исследователям, которые подтвердили его подлинность и бесценную ценность. Музей поблагодарил историка за то, что он вернул столь важную часть истории инков. В качестве награды он получил значительную сумму денег, которая позволила бы ему финансировать еще множество поездок и, возможно, новых открытий. Лукас продолжил свою жизнь исследователя, но воспоминания о корабле и амулете остались с ним. Опыт, полученный в джунглях, та короткая встреча с невозможным, когда прошлое и настоящее каким-то волшебным образом встретились. Что-то изменили в нем. И хотя теперь его банковский счет был богат, а будущее полно новых приключений, тайна корабля в джунглях оставалась неразгаданной по сей день, загадкой, которая никак не желала быть забытой. И если вам понравилась эта история, я уверен, что следующее видео, которое появится на вашем экране, тоже вас растрогает. Не забудьте подписаться, поставить большой палец вверх и активировать колокольчик для уведомлений, чтобы не пропустить ни одно из наших следующих видео.
Увидимся в следующей трогательной истории.